Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Перед нами инвертор под брендом EAFC Narsley, если я правильно произношу вот это вот слово. Модель 3000W, то есть инвертор, который работает при постоянной нагрузке до 1,5 киловатта, а пиковая нагрузка в 3 киловатта. Плюс мы на выходе получаем чистую синусоиду. Что такое инвертор? Инвертор — это устройство, которое превращает постоянное напряжение, постоянный ток, который подается с этой стороны, в переменное напряжение 220-230 вольт с этой стороны. И мы можем подключать, используя, допустим, аккумулятор как источник постоянного тока, мы можем получить обычное напряжение, как у нас в городской сети, и подключать сюда различные бытовые приборы. Плюс наличие чистой синусоиды полезно для бытовых приборов, таких как холодильник, не знаю, разные насосы, различные там конвектора, подогреватели воды, отопление. В общем, довольно много устройств, которые чувствительны к чистой синусоиде. Значит, это устройство продается по цене сейчас где-то около $80, но в принципе можно купить по акции дешевле попасть, если следить за ценой. Конкретно это устройство я использовал сам, использовал где-то 10-20 раз, и в принципе работа этого устройства я доволен. И после того, как я его поиспользовал, мне стало интересно, что у него там внутри. Надеюсь, это будет интересно и вам, плюс будет полезно, если вдруг что-то с вашим устройством случится, вы захотите его отремонтировать, или вы хотите лучше понять, как оно устроено внутри по качеству, перед тем, как покупать его себе в хозяйство. Данное устройство, обзор я делал ранее, можете посмотреть на моем канале, но перед тем, как будем разбирать, давайте снова его осмотрим. Посмотрим, как оно устроено. Значит, у нас корпус из металла. С этой стороны у нас видны клеммы, к которым подключается источник постоянного тока. Видно у нас два вентилятора охлаждения. С другой стороны у нас, значит, два индикатора. Индикатор постоянного напряжения, то есть наш аккумулятор. Индикатор выходного напряжения, то есть то, что мы получаем 220-230 вольт, переменная чистый синус. Здесь у нас универсальная розетка, позволяет подключать вилки, вставлять различного формата стандарта. Индикатор включения, индикатор ошибок, технологический разъем, кнопка включения-выключения. Поскольку, видите, корпус такой вытянутый, и по бокам никакой перфорации не видно, ни по бокам, ни сверху, ни даже снизу, то охлаждение, я так понимаю, работает по принципу вытяжки. То есть у нас здесь включаются вентиляторы, воздух затягивается, протягивается через устройство и выдувается с лишними градусами наружу. Таким образом происходит охлаждение устройства. Так, давайте начнем разбирать. Вижу, у нас здесь 4 винта основных. Здесь у нас 4 тоже по углам. По бокам тоже есть какие-то крепления, но, наверное, они больше к внутренним элементам, чем к корпусу. Давайте будем разбирать. Начнем, естественно, с верхних винтов. И, конечно же, это не самая интересная часть видео, но она тоже нужна. Так, откручиваем. Открою секрет, что я уже данное устройство разбирал, так что посмотреть, что к чему. Поэтому откручиваем пока только 4 верхних винта. И этого будет достаточно для того, чтобы снять верхнюю крышку. Снять верхнюю крышку для осмотра. Смотрите, как красиво это придумано. Раз, и крышка снята. Так, мы видим, у нас крышка металлическая. Сечение у нас верхняя часть где-то около миллиметра.
по бокам чуть толще. Видны ребра, которые помогают лучше отводить тепло. Ну, в общем, как-то так. Прочный, в принципе, корпус, крышка. Так, отложим. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Вот это у нас планка. Так, у нас, значит, вот эта розетка. Да, она на пластиковом креплении. Ее можно снять и поменять, если что. Это у нас и индикаторы проклеены дополнительно. Но тоже, в принципе, съемные. Внизу у нас подключение кнопка. И сам разъем. Так. Давайте все-таки я откручу и нижние винты, так, чтобы было удобнее смотреть. Так, раз. Ну, винты у нас видно одинакового сечения. Так, есть. Видно, видите, у нас планка отсоединилась. И мы можем более подробно посмотреть. Вот. Ну, не знаю, видно вам, не видно. В общем, ну, в целом, как бы, если это устройство прям не штампуется фабрично, а какого-то там ограниченная серия, да, то в целом тут выглядит все нормально. Единственное, меня смущает подключение выключателя. Тут такая подозрительная капля олова, припоя. Вот. Ну, все остальное, в принципе, сделано с виду нормально. Ну, тут мы видим вот такой бутербродик. Да, не знаю, насколько это элегантное решение, но оно работает. Вот так вот оно выполнено. Далее, с этой стороны у нас подключение силовых элементов. Видим, у нас толстые провода, и это оправдано, и это нужно, потому что у нас может быть ток несколько десятков ампер, и если бы они были тонкие, все это могло бы удачно сгореть. А так, видите, все надежно, хорошо, толстенькие провода, качественное крепление, прикручено, видите, гайками. Все хорошо. Давайте попробуем рассмотреть, какие здесь установлены вентиляторы. Так, не знаю, ли будет вам видно. Но мне видно. Бренд Fuxi. Вентилятор 24 вольта, 0.12 ампер. То есть у нас два таких вентилятора. Решение необычное. Обычно используют 12-вольтовый вентилятор, но здесь 24 вольта. Наверное, это оправдано, и это означает, что они мощные, какие-то, наверное, турбированные. Вот. Ну, они действительно крутятся очень сильно, очень мощно. Ну, устройство нельзя назвать шумным, но при этом и тихим тоже его не назвать. Когда оно работает, ну, вентилятор здесь крутится, соответственно, до температуры, то есть, если горячо, больше нагрузка, они начинают больше крутиться, сильнее, меньше нагрузка, они крутятся медленнее, соответственно, тише. Но если между вами и устройством будет закрытая дверь, то, в принципе, работа этого устройства вам особо мешать не будет. Так что тут, в принципе, более-менее нормально. Давайте посмотрим далее, что у нас имеется. Так, ну, видно у нас, это у нас трансформаторы. Так, давайте глянем на платку. Вот я смотрю на плату, каких-то откровенных, серьезных соплей, сбоев вообще не видно. Плата выглядит очень аккуратно, очень, скажем так, фабрично. Ну, давайте я вам попробую показать. Чик-чик. Вот. У нас здесь есть силовые элементы. Такое конструктивное решение. Они у нас... Помните, я показывал, по бокам у нас есть винты. Так вот, они используются для того, чтобы крепить через термопрокладку к корпусной части наши силовые элементы, которые нагреваются. Ну, такое, не знаю, очень интересное конструктивное решение. То есть они
как бы видите, есть отверстия, там можно сказать, что они бы прикручивались винтами через отверстие. Ну вот есть такое решение, они плотно прикрученные. Ну, в принципе, ради обслуживания можно будет их и на всякий случай попробовать подтянуть. Возможно, они со временем разболтались. Давайте попробуем. Нет, все туго. Да, ничего подкручивать не нужно. Все затянуто. Так, значит, у нас здесь два конденсатора. Бренд. Даже не знаю, как его прочитать. В общем, конденсаторы, не читаю его бренда, даже не буду это произносить. Их характеристики: 100 микрофарад, 450 вольт, и у нас их две штуки. Вот так вот они выглядят здесь. Тут у нас все по мелочи, разные конденсаторы, сопротивление. Так, здесь у нас стоит платка. Для чего она предназначена, сказать не могу, но она присоединяется к этому элементу. Может, лучше отогнуть чуток, так чтобы не отломать. Да, вот еще одна платка. Ну, такой горизонтальная, вертикальная установка разных элементов. Так, что у нас здесь? Интересное, в общем, решение. Вот компоновочка. Ну, используют по максимуму и горизонталь, и вертикаль. Ну, давайте глянем. С этой стороны у нас выполнено похоже. Вот они притянуты к корпусной части. А здесь у нас мало того, что притянуто к корпусной части, так еще добавлен дополнительный радиатор для того, чтобы, наверное, было еще более эффективное охлаждение. Также видим многие элементы, которые навесные, они у нас выполнены на съемных разъемах. То есть можно отключать это все дело, отключать, менять. Также у нас вентиляторы подключены, съемные. Так, знаю, так вам покажу с этой стороны. Так, что бы нам еще сделать, что еще бы нам показать? Судя по всему, эта плата у нас выезжает, она как бы вставлена на салазках. Вот, но чтобы их вытянуть, нам нужно открутить эти боковые элементы. И я вот даже не знаю, хочу ли я это делать. Давайте попробуем открутить здесь сбоку, посмотреть. Раз. Два. Тут так просто не снимется. Ничего особо так не рассмотреть. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну что ж, ради вас я откручу эти боковые крепления, вытяну плату и посмотрим ее снизу, с другой стороны. Конечно, делать мне это не очень хочется, но ради видео, ваших лайков и подписок я готов почти на все. Блин, они еще не так просто откручиваются. Так, пинцетиком подцеплю.
Да. Ну, в плане ремонта, если что-нибудь погорит и нужно будет снимать плату, это еще тот геморрой. То есть, как бы, в целом, конечно, решение интересное и эффективное, с одной стороны, но с другой стороны, очень и очень неудобное в плане ремонта. Да. Я уже чувствую, как мастера будут ругаться, если к ним в ремонт попадет это устройство. Но это ничего не говорит плохого о самом устройстве, конечно. Главное, чтобы устройство выполняло качественно свой прямой функционал. А все остальное это уже, скажем так, вторично. Пам-парам-пам-пам. Есть. Так, это у нас одна сторона. Корпус, надеюсь, я прав и все снимется. Ну, теперь еще одна сторона. Поехали. Есть. Так, я уже наловчился, процесс идет быстрее. Есть. Так, вот это самые интересные винтоболты. Так, их открутить. Так, они у нас более длинные. Положу их отдельно. Так, и вуаля, последний. Да. Да что с ними, боже мой. Так, есть. Так, теперь мы сделаем такую штучку. Ну уж меня простите, да? Я их потом повынимаю, чтобы не терять время. Так, попробуем вытянуть плату. В какую сторону тянуть? Влево или вправо? Делаем ваши ставки. Пам, парам, пам, пам. Так. Еще момент нужно подклеивать. Так, прокладочки походу целые. Есть. Теперь у нас с обратной стороны достаем. Сюда положу.
Так, есть. Так, отклеиваем. Так, не просто. О, есть. Есть. Так, тут он. Черт, немножко повредил, но это не критично. Есть. Так. Есть. Есть. Так, а тут у нас тоже есть. Эта штучка у нас даже снимается. Прекрасно. Прекрасненько. Есть. Наша плата поехала. Ура, ура, ура. Так, повыпадали открученные детальки. Так, смотрим наше корыто, оно же дно. Ну, в принципе, такой же алюминий, как и верхняя крышка. Вот, ничего особого, чуть больше по размерам. Откладываем в сторону. И вот у нас, так сказать, девственная сама плата. Можно ее лучше рассмотреть с разных сторон. Могу вам ее лучше, ближе показать. Ай, что-то цепляется. Так. Вот так. Ну, теперь давайте перейдем на другую сторону. И вот у нас задняя часть. Да, давайте так полностью покажу. Надо мне самому к ней присмотреться. Дун-дун-дун. Ну, что сказать. Вот эти, я так понимаю, силовые элементы. И некоторые из них паялись, не знаю, полувручную или полуавтоматически. Вот, и видны следы флюса. Вот не смыты. Вот здесь вижу, вот здесь. Ну, то есть плата задняя не отмыта. Почему так, не знаю. Ну, вот так. В целом, ну, могу сказать, что выглядит все как бы нормально, оно все рабочее. Но можно было бы и мне это кажется, поаккуратнее это все сделать. Ну, видимо, эти устройства производятся небольшой серии, да, и часть компонентов ложится где-то на фабрике, там, поверхностным монтажом. То, что мы видели с другой стороны. А то, что сверху там допаиваются некоторые детали, запчасти вручную. Наверное, это так. Ну, в общем, сами смотрите, делайте выводы. Вот так вот оно выглядит. Никаких ножек отвалившихся и болтающихся я, например, не вижу. Все в целом пропаяно. Да, ну вот, не знаю, вот, например, идут ножки, тын-дын-дын, а тут такой бах, шарик. Непонятно. Непонятно. И тут, видите, какой-то непонятный шарик. Зачем он здесь? Ну, в общем, как бы, да, не очень, не самое аккуратное исполнение, но работает. Вот. Вот так вот выглядит наше устройство. Показал вам я его со всех разных сторон и даже его разобрал, немножко так потрудился, да. Не все бы согласились откручивать столько элементов, но я это сделал. И поэтому перед тем, как буду говорить финальные слова, прошу вас поставить лайк, подписаться на мой канал. Будут еще другие интересные видео самой разной тематики. Вот, да, еще добавлю, вот я обнаружил, у нас здесь есть в этой части элементы выглядят как предохранители. Поэтому
Если вдруг что-то, причем сверху цифра 40, я так понимаю, предохранители максимум выдержит устройство 40 ампер. Если будет перегрузка, то они перегорят. И если вдруг ваше устройство перестанет работать, то в первую очередь есть смысл, наверное, проверять вот эти предохранители. Так, итак, мое мнение, финальное мнение про это устройство. Так, ну, во-первых, я уже покупал устройство данной компании. Плюс-минус они выполнены где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но в целом на приемлемом уровне. Конкретно это устройство я покупал и использовал достаточно много раз, и поэтому могу сказать, что в принципе это устройство рабочее, его можно покупать в качестве исполнения, как я уже сказал, на хорошем уровне. Ну, на приемлемом уровне, да. Покупать ли вам, то делать выводы, конечно же, вам. Я максимально показал это устройство. Вы как бы делаете для себя выводы, стоит купить ли это устройство или какое-нибудь другое. Могу вам сказать, что вот оно, вот если закрыть, то все работает, выполняет свой функционал. Так, вот единственное, что еще вот заметил, что-то я не обратил внимания. Вот у нас трансформатор. И конкретно у меня он слегка почему-то оплавлен. Да, и тут у меня возник вопрос, он оплавлен почему? Или он такой уже здесь стоял, или он оплавился во время работы, или это устройство я купил, оно было отремонтировано и пошло снова в продажу. Возможен даже и такой вариант. Ну, я склоняюсь к тому, что этот трансформатор уже был, так хотя не знаю. Вот видно следы подплавления немножко здесь, немножко еще здесь. Вот этот вот выглядит условно полностью новым. Этот выглядит уставшим. А этот выглядит чуть-чуть подплавленным. И вот этот. Ну, блин, даже не знаю. Не хотел бы говорить, что это устройство плохое, вот, но, возможно, как я уже сказал, оно было после ремонта. Вот, но не могу вам точно сказать. То есть это было во время эксплуатации такое получилось, или оно уже было таким собрано. Допустим, если бы это был чистый эксперимент, я бы купил, разобрал бы, посмотрел на текущее состояние, использовал бы, потом бы раскрутил, тогда было понятно, что элемент деградировал. Так сказать об этом нельзя. Поэтому, блин, ну я даже сам в раздумьях, в шоке, как это воспринимать, интерпретировать. В общем, не знаю. Я сказал свое мнение и снова же таки показал, поэтому делайте свои выводы сами. Вот деньги ваши, выбирать вам. Я бы это устройство все равно купил. Вот даже посмотрев это видео, ну, вы это вы. На этом, пожалуй, все. Обратный процесс сборки нету смысла показывать. Это будет долго, скучно и неинтересно. Поэтому на этом моменте я с вами прощаюсь. Еще раз спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всего хорошего. До свидания.